So what a wonderful God we have, don't we? Какой же у нас прекрасный Бог, не так ли? An amazing God that can do so much. Потрясающий Бог, который может творить такие потрясающие дела. But how often do we stop to think about that? Но как часто мы задумаемся об этом? Do we just carry on with life, going from day to day? Или мы просто не замечаем мы просто живем день ото дня, и нас не заботят такие вопросы. From item to item and not really stopping to think just how amazing God is. И мы не останавливаемся, не задумываемся о том, насколько потрясающий Бог. And how He is working in our lives. И как Он работает в наших жизнях. Maybe we do at times. Может, иногда мы и задумаемся об этом. But when we are busy, Но когда мы заняты чем-либо, or when things don't seem to be going too well, или когда нам кажется, что в наших жизнях возникли какие-то проблемы, do we just ignore God? игнорируем ли мы Бога? Or even to moan? Complain. More. Yeah. Или даже мы жалуемся. It's so easy, isn't it? Легко это все делать, не так ли? And even when things are going well, it's easy for us to stop, to forget to stop to think. И когда у нас все хорошо в жизни, конечно, нам очень легко не задумываться о Боге, о том, насколько Он прекрасен. And to thank God for it. И часто мы забываем благодарить Бога за то, что имеем. We've just read in verses 6 to 13. Только что мы прочитали 6 по 13 стих, That the Bible is full of great examples to help us. что в Библии содержится много великолепных примеров, которые могут помочь нам. But we see in verse 11 there that examples are a warning to us. В 11 стихе мы читаем о том, что эти примеры также являются и предостережениями для нас. Verse 12 says that if we are standing firm, we need to be careful that we don't fall. И в 12 стихе говорится о том, что если мы стоим твердо в нашей вере, то мы должны быть осторожны, чтобы не упасть. And verse 13 says that God won't tempt us more than we can bear. В 13 стихе говорится о том, что Бог не будет нас искушать больше, чем мы можем вынести. But it says also that temptation is in a sense good for us. Но также здесь говорится о том, что испытания или искушения для нас иногда также бывают и назидательными. It's good for us because it gives us the opportunity of honing our skills at avoiding it. Иногда для того, чтобы избежать какое-либо искушение или соблазн, нам нужно применить наши навыки, умения, чтобы избежать его и не впасть в грехопадение. What do I mean by that? Что имеет в виду? If you imagine a situation where you are always protected from something, Если вы находитесь в ситуации, когда вы постоянно от чего-то защищены, when that situation arises, you don't know how to cope with it. то есть если вас кто-то постоянно защищал и какие-то ситуации в вашей жизни происходили, то когда эта ситуация возникнет в вашей жизни, вы уже не имеете навыки и не имеете способности, опыт, чтобы сами справиться с этой ситуацией, если вас кто-то до этого защищал. A trivial example for you. Вот такой пример из жизни для вас. In this country, В этой стране in the winter you have lots of snow and ice. зимой обычно у нас много снега и льда. Yes? Several centimeters, yes? Да, покров снежный достигает нескольких сантиметров, десятков. And life goes on as normal. Да, но несмотря на это, жизнь не останавливается. Да? In Bristol, in the UK, where I come from, А вот в Бристоле, в Великобритании, откуда приехал наш брат Рой, less than half a centimeter of snow
Если выпало менее сантиметра снега, the whole place grinds to a halt. Весь город замирает, то есть это очень большая неприятность для всего города. We cannot cope with snow at all Они вообще не умеют справляться со снегом. because we don't get snow very often. We don't know how to handle it. Из-за того, что у них не часто выпадает снег, поэтому они не знают, как с ним справляться. Or then there's the picture of the child, Так же, как картинка ребенка. and you warn the child not to put his hand in the fire. Например, вы говорите человеку, этому ребенку, чтобы он свою руку не совал в огонь. The temptation is there for him to touch something hot. А ему все равно очень хочется прикоснуться к чему-то очень горячему. And he learns not to. И потом он уже извлекает урок, что лучше ему этого не делать. So God is allowing us to face temptation Бог позволяет нам всегда как бы сталкиваться с искушениями, so that we can learn to overcome it чтобы мы научились превосходить эти искушения, чтобы не попадали мы в эти искушения. and not give into it. И чтобы мы не сдавались этим искушениям в плен. But God always provides us with a way out. Но Бог всегда нас обеспечивает выходом из любой сложной ситуации в жизни. And temptation itself, of course, is not sin. Конечно, сам соблазн это не грех. It's the yielding to the temptation that is sin. Если мы хотим поддаться этому искушению, тогда, конечно, мы уже начинаем грешить. Но если мы с ним просто сталкиваемся, мы еще не грешим. So the example Paul is referring to here И здесь апостол Павел обращается к примеру. is, of course, the journey of Israel. Он приводит пример путешествия Израиля. And that's a really good analogy to our life. И это очень хорошая аналогия с нашей жизнью. Remember, they'd gone to live in Egypt in Joseph's day. Помните времена Иосифа, они жили в Египте. Because of famine in Israel. Ну, пришли, so there was a delegation of some Jews, yeah, that Yeah. came to. Yeah. Мы помним, что была делегация своего рода иудеев, евреев, которые пришли в Египет, чтобы попросить провианта, потому что в это время в Израиле был очень большой голод. And they had gone to live in Goshen in Egypt. И они жили в Гошене в Египте. They were an immigrant population living in an area, a small area. И в этом на этой небольшой территории проживала часть иудеев. Они были иммигрантами, можно сказать. And we see that today. И сегодня в наши дни мы видим то же самое. Even at this moment, we see migrants coming over. Даже вот в этот самый момент, когда мы здесь находимся, вы знаете, много иммигрантов сейчас атакуют Европу из таких стран, как Сирия, Тунис и других. Tunisia, Syria. Yeah, and to live in Europe. И они хотят остаться жить в Европе. Back in the 1960s, 1970s, И если возвратиться назад во времени, в 60-70-е годы 20 века, large groups of migrants from the West Indies большая группа мигрантов из Вест-Индии, and from Pakistan из Пакистана came to live in Britain. приехали жить в Британию. And they lived in towns like Brixton in South London. Они жили в городах, которые называются Брикстон, город, и в южной части Лондона. And Bradford in Yorkshire. И в Брэдфорде, это город в Йоркшире, в графстве Йоркшир. And those places became known for the large immigrant population. И вот эти вот города, они стали известны
в Англии тем, что у них проживало большое количество иммигрантов. So much so that the indigenous population, the English people, would not go into those areas. И это уже были места компактного проживания мигрантов. Сами местные жители, британцы, англичане, они уже не хотели селиться вот в этих местах компактного проживания иммигрантов. I remember my granddad telling me not to go to Brixton, which was only about 2 miles, 3 kilometers from where they lived. Брат Рой помнит, что даже ему его дедушка советовал не ехать в Брикстон. Они находились в 3 Брикстон находился в 3 километрах от того места, где они тогда проживали. Он советовал ему лучше туда не ехать вообще. But that was back in the day when discrimination was rife. Но в те времена дискриминация именно по признаку происхождения была очень сильная. I'm pleased to say that nowadays it's not like that. И брат Рой очень рад сказать, что в наши дни уже совсем другая картина. The immigrant population were in need of jobs, Иммигрантам нужна была работа. and they were prepared to take jobs that the native population wouldn't consider. И они были даже готовы работать на тех работах, которые местное население рассматривало как неприемлемая работа или очень трудно. То есть это те виды работ, которые были неприемлемы для местного населения. So they took jobs with long hours, like corner shops and bus drivers. И они работали долгие рабочие часы водителями автобусов, в лавках различных. It wasn't like that for Israel. Но для израильтян была совсем другая картина, конечно. They were treated like slaves because they were slaves. К ним относились как к рабам, потому что они действительно были рабами в то время. It was fine while Joseph was alive. И в то время Иосиф еще был жив. Remember, Joseph had been a kind of hero. Помните, что Иосиф он был героем действительно своего народа. A savior to the Egyptians from the worldwide famine. Он спас египтян от того голода великого, который потряс все соседние царства, государства. And he was given that elevated status. И его статус вообще в обществе египетском постоянно поднимался. Положение в обществе поднималось. And the Israelites were welcome to come and live in Goshen. Ну и израильтянам позволили и принимали их вот в этом месте Гошен. Египтяне были не против, что израильтяне там компактно проживали и селились. But then they had a new government in Egypt. Но потом в Египте уже поменялось правительство, уже стало новое правительство править. That didn't know Joseph. He died by now. И к этому времени Иосиф уже умер, и это новое правительство, члены этого нового правительства, они не знали об Иосифе. So the Israelites were put to work building cities. И израильтян уже подключали к строительству городов. Hard work. Очень такая трудная работа, трудоемкая. And to add to that, they experienced ethnic cleansing. И в то же время и вот это новое египетское правительство, оно проводило этническую чистку. On a scale not seen today. Конечно, в те времена это была очень серьезная чистка. В наши времена ни в одной из стран такого нет. They got all the midwives to kill all the boys. Мы помним об этом случае, когда было приказано всем этим повитухам убивать первенцев израильтян. Except, of course, they didn't do it. Конечно, они этого не сделали. As Exodus 1 verse 20 tells us. Об этом говорится в книге Исхода, 1 глава, 20 стих. Exodus 1 verse 20.
and 21 as well, И please. 21. Прочитайте кто-нибудь, пожалуйста. Just those two За verses. сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Okay, thank you. Спасибо. So the midwives feared God, and God was kind to them. Повивальные бабки боялись Бога, они были богобоязненными, и из-за этого Бог их наградил. And that's another good principle for us, Также это является очень хорошим принципом для нас. to always obey God first. Мы прежде всего должны всегда повиноваться Богу. Even if there is a conflict with the law of the land. Даже если у нас есть мы конфликтуем, то есть у нас какие-то, мы можем быть не согласны, или у нас может быть возникнуть какой-то конфликт с законами данной страны. And God will bless us. Несмотря на это, мы должны бояться Бога, и Бог благословит нас. But Israel, of course, were a special people to God. Ну, конечно, израильтяне были особенным народом для Бога. And many years later, probably more than 40 years later, И спустя много лет, примерно 40 лет, God heard the groanings of Israel. и Господь услышал то, что израильтяне были недовольны. They were fed up of their slavery. Им уже надоело их рабство, они были уже сыты по горло своим рабством. Don't read this, but it's in chapter 2, verse 23. Мы сейчас не будем читать, но это во 2 главе Исхода, 23 стих. And God decided He was going to free them И Бог решил, что Он их освободит, using Moses as their leader. и в качестве их лидера будет Моисей. And remember, Moses was one of the baby boys who should have been killed. Вы, наверное, помните также о том, что Моисея также должны были умерщвить эти повивальные бабки. Он был одним из тех первенцев, среди тех первенцев, которых должны были эти повивальные бабки умертвить. But he, by a strange group of circumstances, Но по течению странных обстоятельств had grown up in the palace and had been educated as a prince. он вырос во дворце, и его получил очень хорошее образование, которое получали только знатные люди в те времена. Его образование было достойно принца или князя тех времен. And of course, we know that God was behind that. Мы знаем, что все это было по воле Божьей. He'd been exiled, И он попал в ссылку, he'd been married, он женился, and had children и у него появились дети. when God told him in the burning bush that he was to be the leader. Когда Бог сказал ему в пылающем кусте о том, что он будет предводителем народа. And that God would bring about a series of plagues in Egypt, culminating with the death of the firstborn. И также ему Бог сказал о том, что Бог пошлет несколько казней на Египет, и последней казнью будет умерщвление первенцев египетских. It was hardly surprising, was it, that Pharaoh refused to let this very useful group of slaves escape back to their original land. И очень удивительно, что фараон не позволил вот этой группе рабов израильских вернуться в свою землю. But it was God's plan that they should be let go. Но по Божьему плану, по Божьему замыслу, они все равно должны были получить свободу. Can you get someone to read Exodus 6, verse 6? Давайте прочитаем кто-нибудь 6 глава Исхода, 6 по 8 стих включительно. Исхода 6, 6 по 8. Итак, скажите нам, Израилю, я, Господь, выведу вас из-под ига египетского, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мощью и простертой, и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и приведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и
и дам вам ее наследие. Я Господь. Спасибо. And so the series of plagues took place, culminating with the Passover and death of the firstborn. И мы знаем, что эти казни Господни произошли в Египте, и в конце этих казней была Пасха, и последней казнью было умерщвление вот этих первенцев египетских. And it's in Exodus 12 И в 12 главе Исхода that God institutes the Passover, уже Бог основал, ввел Пасху. and the Passover meal that is then celebrated year after year from then on. И Пасха уже отмечалась год за годом определенным кушанием, трапезой. To remember this deliverance from darkness, hopelessness and slavery of Egypt. Чтобы израильтяне не забывали о том, как они были избавлены от этой тьмы, рабства и гонений, унижений в Египте. To the promised land of Israel, or in our case, the kingdom. И они дошли в землю обетованную, но в нашем случае это, конечно, Царство Божье. And even the Egyptians were encouraging the Israelites to go quickly. Также египтяне ободряли израильтян и говорили им, что им нужно уходить как можно скорее. It was freedom at last for them. В любом случае, в конце концов, они обрели свободу. And the Israelites were very happy and did everything that Moses and Aaron asked them to. И израильтяне были очень рады, и они все исполняли то, что от них требовал Моисей и Аарон. And so they started the journey and went on their journey until they got to the Red Sea. Они начали свое путешествие, пока не достигли предела Чревного моря. But God had told them not to go the short way. И Бог не сказал им о том, что они должны сворачивать с этого длинного пути, чтобы они шли в обход. Because that was the Philistine country. Потому что там уже, если бы они пошли в обход, то они попали бы в землю филистимлян. And they might face war. И тогда бы они столкнулись бы с войной. So God led them around the longer way. И поэтому Бог повел их более длинным путем. Through the desert to the Red Sea. Через пустыню к этому Чревному морю. And God was leading them by a pillar of fire at night. И мы помним о том также, что днем Бог вел их, и впереди них шел это столб света. And a pillar of cloud by day. Столб облака днем был, а ночью был огненный это столб света. And God never left them. И Бог никогда не покидал их. He was looking after them. Он заботился о них. And had even chosen the best route for them. И Он им выбрал самый лучший путь. So all was well as they camped at the Red Sea. И все было хорошо, когда они пришли к этому пределам Чревного моря. But God wanted the Egyptians to realize that He was God. И Бог хотел, чтобы египтяне уяснили себе, что Он действительно является Богом. And God caused the Egyptians to pursue them. И Бог сделал так, что египтяне преследовали их. And so we come to Exodus 14 14 глава Исхода, and verse 10, and we have the first moan. 10 стих. It's actually verse 11. Оно вообще 11. Тут впервые мы читаем о том, что они начали роптать. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами? Выведи нас из Египта, выведя нас из Египта, выведши нас из Египта. Yeah, it would have been better for us to die in Egypt. Другими словами, они говорили, что мы бы лучше умерли в Египте, не надо было нас выводить оттуда. But Moses replied, the Lord will fight for you.
Но Моисей ответил им, что Господь будет за вас сражаться, and will deliver you. и Он избавит вас от всех бед. I guess the Israelites knew that they couldn't overcome the Egyptians, Конечно, мы можем предположить, что израильтяне предполагали, что они победят египтян, and they so quickly forgotten what it was like to be slaves in Egypt. и они очень быстро забыли свое состояние, когда они были в состоянии рабов в Египте. But I guess when you're on the shore of the sea, Но когда, например, вы находитесь на берегу какого-то моря or a river, или реки, and you look behind you and you see the Egyptians coming at you with weapons, но представьте эту картину, вы находитесь на берегу реки или какого-то моря, и сзади вы наблюдаете такую картину, что за вами уже скачут во весь опор эти египтяне, они вооружены, you think there's nowhere to go, we're doomed. и, наверное, могут возникнуть мысли о том, что некуда